популярность кажется яркой и беззаботной. Но за блеском экранов скрывается обратная сторона. Многие корейские актеры и актрисы сталкивались с болезнями и тяжелым психологическим давлением. Сегодня мы поговорим о тех, кто пережил трудные испытания и показал миру свою силу. 10 место в нашем топе – Ким Бом. Ким Бом – актер, которого миллионы зрителей запомнили еще по легендарной дораме «Парни краше цветов». Тогда он был символом беззаботной молодости, яркой улыбки и легкой харизмы. Казалось, что его карьера будет только набирать обороты, а здоровье и энергия позволят сниматься без остановки. Но за сияющей внешностью скрывалась тяжелая правда. Во время службы в армии в 2018 году стало известно, что у актера диагностировано хроническое наследственное заболевание, которое ограничивает его физическую активность. Именно из-за этого состояния Ким Бом был переведен с активной службы в подразделение общественных работ. Для многих поклонников это стало шоком, ведь никто не мог представить, что улыбчивый и полный энергии актер ежедневно борется с болезнью. Эти обстоятельства сильно повлияли на его карьеру. В течение нескольких лет он редко появлялся в проектах, так как был вынужден заботиться о здоровье. Однако Ким Бом не сдался. Его возвращение стало знаковым. В дораме «Tale of the Nine-Tailed» и медицинском фэнтези «Ghost Doctor» он показал, что может быть не только романтическим героем, но и серьезным актером с глубокими образами. Фанаты отмечают, что после трудностей его игра изменилась. В его взгляде появилось больше зрелости, а эмоции стали более настоящими. Он словно вложил в персонажей свой личный опыт борьбы. История Ким Бома напоминает, что даже за красивой внешностью и славой может скрываться ежедневное испытание. Его стойкость и желание продолжать вдохновляют многих поклонников. Именно поэтому он занимает 10 место в нашем топе. 9 место в нашем топе – Ли Джун. Ли Джун – актер и бывший участник популярной группы MBLAQ, который всегда производил впечатление уверенного и харизматичного человека. Его улыбка, харизма и энергетика на сцене казались несломимыми. Но за этим образом скрывались тяжелые испытания, о которых он сам позже рассказал. В 2013 году Ли Джун начал активно сниматься в дорамах и быстро заработал репутацию талантливого актера. Он играл в таких проектах, как «Гаданг», «Воспоминания об убийстве» и «Эмой Фатри и Странги», показывая разнообразие в актерской игре. Однако на пике успеха он столкнулся с проблемами, которые не имели отношения к внешности или таланту. Во время службы в армии в 2017 году стало известно, что Ли Джун страдает от панического расстройства. Его состояние оказалось настолько серьезным, что он не мог продолжать службу в активных подразделениях и был переведен на альтернативную службу. Для актера это стало тяжелым ударом, ведь в Корее тема психических заболеваний долгое время оставалась табу. Он открыто признался, что переживал глубокую депрессию и даже боролся с паническими атаками, которые могли начаться в любой момент. Эти откровения вызвали волну поддержки со стороны фанатов, которые увидели в нем не только артиста, но и человека, честно говорящего о своей боли. Несмотря на трудности, Ли Джун вернулся в индустрию. Он продолжил сниматься и доказал, что способен преодолевать испытания. Его мужество и честность помогли разрушить предрассудки о психических расстройствах в Корее. История Ли Джуна – это напоминание о том, что даже самые яркие и харизматичные звезды могут бороться с невидимыми проблемами. Его откровенность сделала его примером силы и искренности, и именно поэтому он занимает 9 место в нашем топе. 8 место в нашем топе – Ом Чон Хва. Ом Чон Хва – настоящая легенда корейской сцены и кино. Ее называют королевой корейской поп-музыки, но она также добилась огромных успехов и как актриса. Ее образы в дорамах и фильмах всегда были яркими, харизматичными и эмоциональными. Однако за блестящей карьерой скрывалась история тяжелого испытания, которая навсегда изменила ее жизнь.
В середине 2010-х годов Ом Чон Хва неожиданно исчезла с экранов и сцены. Позже стало известно, что у нее был диагностирован рак щитовидной железы. Для певицы и актрисы это стало настоящим ударом, ведь болезнь напрямую угрожала ее голосу, главному инструменту ее творчества. После операции ее голос на долгое время ослаб, и она не могла выступать так, как раньше. Это был не только физический, но и психологический удар. Ом Чон Хва признавалась, что потеря голоса стала для нее источником глубокого страха и депрессии. Она боялась, что больше никогда не сможет вернуться на сцену. Но ее сила воли оказалась сильнее болезни. Со временем она восстановилась и вернулась к работе. Сегодня она снова радует поклонников, и как певица, и как актриса. Более того, ее история вдохновила многих людей, которые сталкивались с тяжелыми диагнозами. Ом Чон Хва показала, что даже в самые трудные моменты можно не сдаваться. Она не только вернула себе голос, но и стала символом стойкости и мужества. Именно поэтому она занимает 8-е место в нашем топе. 7-е место в нашем топе – Чон Иль-у. Чон Иль-у – актер, которого публика полюбила за обаятельные роли в дорамах «49 дней», «Мой нежный город» и «Лунный свет», нарисованный облаками. Его мягкая улыбка и харизма сделали его одним из любимцев зрительниц. Казалось, что его будущее будет связано только с новыми романтическими и легкими проектами. Но в 2006 году, когда Чон Иль-у только начинал карьеру, он попал в серьезную автокатастрофу вместе с другом, актером Ли Мин Хо. Для Ли Мин Хо это тоже стало большим испытанием, но Чон Иль-у пострадал сильнее. У него диагностировали серьезные травмы головы и позвоночника. Врачи говорили, что последствия аварии будут преследовать его всю жизнь. Через несколько лет после аварии у него обнаружили аневризму головного мозга. Этот диагноз стал настоящим шоком для актера и его фанатов. Болезнь была опасной и требовала постоянного наблюдения, а также накладывала ограничения на его работу. Именно из-за этого состояния Чон Иль-у освободили от активной военной службы, что вызвало волну обсуждений в Корее. Актер признавался, что переживал глубокую депрессию в те годы. Он чувствовал себя обессиленным, уставшим и даже задумывался о том, чтобы бросить актерскую карьеру. Но в итоге он сумел справиться с этим тяжелым периодом и вернуться на экраны. Его камбэк в дораме «Хекай» и последующих проектах доказал, что Чон Иль-у не сломался. Более того, его игра стала глубже и эмоциональнее, зрители чувствовали, что за его персонажами стоит реальный жизненный опыт и личная боль. История Чон Иль-у показывает, что даже самые тяжелые испытания не могут остановить настоящего актера. Его борьба с болезнью и депрессией сделала его примером стойкости, и именно поэтому он занимает 7-е место в нашем топе. 6-е место в нашем топе – Пак Садам. Пак Садам – актриса, которая прославилась на весь мир после выхода оскароносного фильма «Паразиты». Ее игра в этом проекте принесла ей международное признание, и казалось, что впереди ее ждет только взлет. Но судьба распорядилась иначе, и актрисе пришлось столкнуться с тяжелым испытанием. В конце 2021 года агентство Пак Садам сообщило, что у нее был диагностирован папиллярный рак щитовидной железы. Болезнь была обнаружена во время планового обследования, и врачи настояли на срочной операции. Для актрисы это стало огромным ударом. Она находилась на пике популярности, активно снималась и принимала участие в подготовке новых проектов. После операции ей пришлось сделать долгую паузу в карьере. Пак Садам полностью посвятила себя восстановлению и лечению. Поклонники по всему миру поддерживали ее, присылали письма и слова благодарности за то, что она открыто поделилась своей проблемой. Ее возвращение произошло на Каннском кинофестивале в 2022 году, куда она приехала уже после лечения. Несмотря на то, что она выглядела ослабленной, ее присутствие стало символом силы и мужества. Сегодня Пак Садам постепенно возвращается в индустрию.
Она доказала, что даже самые тяжелые испытания не могут сломить настоящего актера. Ее история вдохновила многих людей, столкнувшихся с подобными болезнями, и показала, что карьера и слава отходят на второй план, когда речь идет о здоровье и жизни. Именно поэтому Пак Саддам занимает 6-е место в нашем топе. 5-е место в нашем топе – Ким Джи Су. Ким Джи Су – актер, который долгое время считался одним из самых перспективных молодых талантов Кореи. Он запомнился зрителям по дорамам «Ангел смерти», «Силачка до Бон и Сун» и историческим проектам, где его харизма и энергия делали образы яркими и живыми. Но за стремительным успехом скрывалась и обратная сторона – давление, стрессы и темные периоды его жизни. В 2021 году его имя оказалось в центре громкого скандала. В СМИ появились обвинения, которые сильно ударили по его карьере. Джи Су открылся перед публикой и признался, что все эти события стали для него причиной сильной депрессии и эмоционального кризиса. Он говорил, что едва справлялся с давлением и чувствовал себя разрушенным как человек. Эти переживания привели к длительной паузе в его творчестве. Многие фанаты были разочарованы, другие поддерживали, понимая, что актер столкнулся с тяжелым жизненным испытанием. Сам Ким Джи Су не раз отмечал, что именно темный период его жизни научил его ценить простые вещи и помог понять, кто рядом с ним искренне, а кто лишь ради славы. После паузы он начал возвращаться к работе. И хотя его карьера еще не полностью восстановилась, зрители заметили, что его актерская игра стала более эмоциональной и взрослой. Личный опыт страданий добавил глубину его ролям. История Ким Джи Су – это пример того, как даже молодой и энергичный актер может столкнуться с тяжелым психологическим грузом. Его путь полон боли, но именно это делает его образ более настоящим. Поэтому он занимает 5-е место в нашем топе. 4-е место в нашем топе – Ли Сын Ги. Ли Сын Ги – улыбчивый любимец нации, певец, актер и телеведущий, которого публика всегда воспринимала как символ позитивной энергии. Его образы в дорамах «Моя девушка», «Кумхо», «Король два сердца», а позже и в хите «Мышь» сделали его настоящей звездой. Но за яркой улыбкой и харизмой скрывались трудности, о которых он открыто рассказал только спустя годы. Несмотря на репутацию идеального мужчины, Ли Сын Ги признался, что сталкивался с сильным эмоциональным выгоранием. С раннего возраста он находился в индустрии и долгие годы жил под огромным давлением ожиданий. Бесконечные съемки, концерты, участие в шоу и нагрузка изматывали его настолько, что он начал страдать от затяжной депрессии. Он говорил в интервью, что у него были моменты, когда он чувствовал себя пустым и потерянным, несмотря на то, что внешне все выглядело идеально. Его слова шокировали фанатов. Мало кто мог представить, что актер с такой светлой энергетикой на самом деле боролся с тяжелым психологическим состоянием. Эти признания сделали Ли Сын Ги ближе к зрителям. Многие поклонники признались, что его честность помогла им самим не стыдиться собственных проблем. И хотя для актера это был очень болезненный опыт, он сумел найти силы продолжить карьеру и даже выйти из кризиса сильнее, чем раньше. История Ли Сын Ги – это напоминание о том, что за самыми яркими улыбками могут скрываться глубокие раны. Его мужество в признании своих трудностей и открытость сделали его примером для многих. Именно поэтому он занимает 4-е место в нашем топе. 3-е место в нашем топе – Пак Хэ Су. Пак Хэ Су – актер, которого публика знала и любила задолго до мирового успеха. Его яркие роли в дорамах «Тюремный дневник» и «Воспоминания об Альгамбре» сделали его заметной фигурой, но именно участие в мегахите «Игра в кальмара» принесло ему мировую славу. Казалось бы, карьера пошла в гору, и впереди у актера только новые вершины. Но вместе с международным признанием пришло и колоссальное давление. Пак Хэ Су неожиданно оказался в центре внимания всего мира. Его имя упоминали в сотнях статей, его лицо знали даже те, кто раньше не интересовался корейскими дорамами. Для актера,
который привык к относительно спокойной карьере в Корее, это оказалось серьезным испытанием. Он признавался в интервью, что после выхода «Игры в кальмара» столкнулся с сильным стрессом и эмоциональным выгоранием. Популярность, которая для многих кажется мечтой, для него обернулась бессонными ночами, тревогой и постоянным чувством давления. Он боялся не оправдать ожиданий публики и чувствовал себя подавленным. Фанаты поддерживали его, отмечая, что он остается искренним и скромным человеком, несмотря на внезапную мировую известность. Его история стала примером того, как слава может быть не только подарком, но и тяжелым грузом. Сегодня Пак Хэ Су продолжает сниматься, но стал более осторожным в выборе проектов. Его опыт показывает, что даже самые успешные актеры могут столкнуться с психологическими трудностями. Именно поэтому он занимает 3-е место в нашем топе. 2-е место в нашем топе – Ким Дон Ука. Ким Дон Ука – актер, которого многие знают по ярким ролям в проектах «Кофе Принц», «Специальное расследование» и драме «Ты прекрасен, Гарпун». Его карьера складывалась успешно, он был востребован и любим зрителями. Но мало кто знал, через какие испытания ему пришлось пройти за пределами съемочной площадки. Несколько лет назад актер признался, что страдает от панических атак. Это состояние сопровождается резким чувством страха, нехваткой воздуха и головокружением. Для актера, которому приходится постоянно находиться в центре внимания, выступать на публике и работать в напряженном графике, такие симптомы были настоящим испытанием. Ким Дон Ука рассказал, что приступы могли настигнуть его в любой момент, даже во время съемок или интервью. Он боролся с этим состоянием с помощью лечения и поддержки близких. Для него самым тяжелым было скрывать свои переживания, ведь в индустрии не принято открыто говорить о психических трудностях. Несмотря на это, он сумел продолжить карьеру и доказал, что болезнь не может лишить человека силы идти дальше. Его честность и смелость вдохновили многих поклонников, которые тоже сталкивались с тревожными расстройствами. Сегодня Ким Дон Ука продолжает активно сниматься, а его имя ассоциируется не только с талантом, но и с мужеством. Он стал примером того, что говорить о своих трудностях – это не слабость, а наоборот, проявление силы. Именно поэтому он занимает 2-е место в нашем топе. 1-е место в нашем топе – Ли Бён Хон. Ли Бён Хон – имя, которое знают не только в Корее, но и во всем мире. Он стал символом корейского кино благодаря ролям в фильмах «Хороший», «Плохой», «Долбанутый», «Маскарад», а также дорамам, где его актерская игра считалась эталонной. Позже он покорил Голливуд, снявшись в блокбастерах «Джи», «Ай», «Джо» и «Красная жара 2». Казалось, что его жизнь состоит только из успеха, аплодисментов и наград. Но за этим блеском скрывалась тяжелая правда. В интервью актер признавался, что на определенном этапе своей карьеры он столкнулся с эмоциональным выгоранием и глубокой депрессией. Постоянное давление индустрии, высокие ожидания и необходимость все время быть идеальным вызывали чувство пустоты. Ли Бён Хон говорил, что у него были периоды, когда он всерьез задумывался о том, чтобы оставить карьеру. Для поклонников это стало откровением. Ведь на экране он всегда выглядел сильным, уверенным и харизматичным мужчиной. Но в реальной жизни ему пришлось бороться с внутренними демонами, о которых никто не догадывался. Несмотря на кризисы, Ли Бён Хон сумел преодолеть трудности. Он вернулся в индустрию еще более сильным, и его последние работы в фильмах «Скалы», «Скваттеры» и «Дораме. Наши счастливые времена» показали его как зрелого, глубокого актера, который способен передавать самые сложные эмоции. История Ли Бён Хона – это напоминание о том, что даже самые великие звезды остаются людьми. Они тоже устают, падают и поднимаются снова. Его откровенность и сила духа делают его примером для многих. Именно поэтому Ли Бён Хон занимает 1-е место в нашем топе. За блеском славы всегда скрываются раны, о которых мы редко задумываемся.
Эти актеры доказали, что даже самые сильные люди могут страдать в тишине. А как вы думаете, что труднее пережить – болезнь тела или боль души? Напишите в комментариях, ваше мнение очень важно.